Я уже не раз ставил вопрос, что если среди записавшихся выступать есть лидер фракции, он выступает первый. Это во всех парламентах мира. Даже в нашем малом зале ведущий круглый стол или парламентские слушания смотрят. Если присутствует Зюганов, Миронов, Жириновский, они выступают первые. А здесь в этом зале мы что, не можем сделать? Диспетчер должен сразу ставить первую фамилию руководителя фракции. Это элементарно. У любого руководителя куда больше обязанностей и график плотный. Второе. Значит, мы, конечно, тоже поддержим ратификацию данного соглашения. Кавказ – самый сложный регион. Я им занимаюсь 50 лет. И он чем-то напоминает отношения Палестины и арабов. Там трудно найти договоренности, согласия и спокойствия. То же самое в Кавказском регионе. Неважно, Северный Кавказ, Южный, Центральный. В целом, это регион, где очень много проблем и старых проблем. И, конечно, Комитет по делам СНГ здесь проводит большую работу. Она практически переходит в плоскость и международных отношений. Потому что Кавказ – это отношения с Турцией, с Ираном. Средняя Азия – отношения с Афганистаном и с Ираном. Приднестровье – отношения с Румынией, с Евросоюзом, с НАТО. Здесь границы очень размыты. Поэтому комитет сегодня все, что можно, делает. Может быть, действительно как-то еще специалистов подбирать там, чтобы они могли давать еще более глубокую оценку и анализ. Много хороших слов сказано, но нельзя забывать, что все-таки есть и проблемы, минусы. Допустим, криминальная обстановка в Абхазии, как и в целом на Кавказе. Она, так сказать, оставляет желать лучшего. И проблема Абхазии и Грузии – это недоработка наша с вами. Нужно было убедить грузинскую сторону, что если у нас будут отношения с Грузией, как они складывались при Саакашвили, что отделение Абхазии будет неизбежным. Значит, мы, может быть, плохо поработали с депутатами грузинского парламента. И у них были иллюзии, что Америка станет на сторону Тбилиси, и Абхазия, Южная Осетия вернутся под юрисдикцию Тбилиси. Но надо же еще и в другом аспекте ставить вопрос, что это не предоставление независимости Абхазии, а восстановление независимости. Это большое значение имеет. Одно дело, часть государства становится независимой, так вот захотели они, созрели, обогатились и решили стать независимым. Это одна сторона. А другая сторона, то, что Абхазия всегда была независимым государством. И в 1801 году в состав Российской империи она вступала самостоятельно, как Абхазское царство. Это должно звучать во всех наших документах, чтобы не было впечатления, что кто-то что-то у Грузии отрывает. Это Сталин передал Абхазию в состав Грузии, в основном под давлением Берии, чтобы больше было у Менгрел возможности, они по соседству с абхазами живут. И не будь там Черного моря и мандарин, проблем бы не было. Поэтому везде корыстные побуждения. Слишком теплый край, субтропики, много пляжей, Гагры, Пицунда, великолепные места для виповских дач, там и дача Сталина, и Хрущева. И сегодня там есть объекты для некоторых наших структур. Поэтому в этом борьба идет в Тбилиси. Если бы это было бы такой какой-то горный район, допустим, Сванетия, может быть, они бы не так болезненно к этому относились. И я в разговоре с ними не раз им говорил, начните с малого, запустите поезд Ереван, Тбилиси, Сухуми, Москва. Просто поезд, пассажирский и грузовые. Вы же этого не хотят? Вот отомстить всем, и армянам, и абхазам, и русским. Всем поезда нету, и самолет не летал, и визы не дают, и отношения разорваны. Это вот такой кавказский вариант. Все порвать, все, мы самые великие, вот они самые великие, так сказать. Но без договоров с великими державами ничего не остается. Это проблема этого региона, зажатый между Османской империей и Персидской империей, и Северо-Российской империей. И мы к ним не шли. Они просили помощи от русского царя, ибо с юга их давили и турки, и персы.
давили, чтобы полностью их ликвидировать. Этого тоже нет в учебниках истории, к сожалению. И не всегда у всех правильное отношение, потому что это имеет очень важное значение. Мы правильно сделали, что выдали паспорта жителям Абхазии, но у меня упрек каким-то другим нашим инстанциям, почему мы русским на Украине мало паспортов выдали, почему у нас мало консульств было, по-моему, всего 3, Львов, Киев и Симферополь. А почему в Донецке не было консульства, в Харькове, в Днепропетровске? Почему мы русским миллионы паспортов не раздали? Сотни тысяч мы раздали абхазам и южным осетинам. Наверное, русские чуть-чуть ближе, проживающие на Украине, к нам, к русским в России. Это вот еще остатки от царской политики неправильной, и от советской. Чужие народы мы облагодетельствуем, все даем, а про русских забываем. А потом русских бомбят, трупы-то русских валяются в Донецке. Сухуми никто не бомбит, или Цхинвал. И мы тут же вмешались. 3 дня шла война. А здесь уже год идет война. И мы не можем ее остановить. Потому что убивают русских. Ибо бомбежка Сухуми или Цхинвал Запад не интересует. Им нужно нас жестко заставить отреагировать. И эта программа давно. Чем мы не опубликовали эту программу 10 лет назад? Когда была программа начала войны между Россией и Украиной. И резня должна была начаться в Крыму. Это ошибка. Кто-то не так ввел программу. Программа была одна на Крым. Но мы его вовремя, так сказать, остановили, присоединив к себе. Тогда все это перебросилось на Донецк, Луганск и Юго-Восток. Но если бы все знали, что эта программа существует, почему я читал это, а вы что не читали? По-русски написано было, документы ходили по стране. Ни одна газета не публиковала, ни одна радиостанция ничего не говорила. Они готовили страшную резню в Крыму, как сейчас. Надо об этом раньше говорить, публиковать. Это же упрек историческому обществу нашей страны. Новые учебники нужны и побыстрее. Спасибо. Григорий Борисович, будете еще раз выступать? Нет, выносим на час голосования. Было предложение объявить час голосования сразу после обсуждения. Нет возражений? Объявляю час голосования. Ставлю на голосование законопроект. Включите режим. Покажите результат. Закон принят. 8-й вопрос. Проект федерального закона о ратификации договора о прекращении